Главным критерием было, чтобы это не было деревней. Не было деревни в обычном понимании человеков. Дом такой стоит деревянный, там куры пасутся, свиньи, огороды. Меня деревни не интересовали, меня интересовал просто лес. Где нет людей, нет инфраструктуры, нет магазинов. Полная дикость. Вот эта местность как раз вот подходит под эти качества. Всем привет, меня зовут Евгений Раевский. Это мой дом. Он построен из глины и песка. Безвылазно я здесь живу, именно зимуя, уже где-то 4 года. Дед мой, он уже умер, а до этого сказал, что вот я думал, что у меня хоть один будет нормальный внук. И тот остался, ну, тут матное слово нужно применить, потому что поехал в какую-то дичь полную строить дома из грязи. Родился в городе Мозыре, поступил на высшее учебное образование на инженера. На втором курсе я понял, что мне это не интересно, вообще не интересно. Мне не интересно строить железобетонные пятиэтажные дома. И в какой-то момент натыкаюсь на такие домики, как мой дом, сделан в таком стиле, увидел. Я понял, что хочу себе такой дом и хочу жить за городом. И значит, что мы с товарищем собрали в поход, взяли велосипеды, и мы решили такой сделать маршрут путешествия, как бы заодно посмотреть местность, что здесь вообще как происходит. Может здесь еще советская власть осталась. Приехали сюда, увидели, какая здесь местность, и выборов больше не было. Все, сразу обратились в сельсовет, буквально на следующей неделе. Нам ответили, что без проблем выбирайте участки. Все, приехали, купили участки. Вот напротив дома, с северной стороны дома, находится яма. Эта яма, по сути, есть раньше дом. Что здесь? На дне бралась глина. Из этой ямы также брался песок. Купили солому с товарищем в колхозе. Замешиваешь глину, песок, солому в ямке отдельной. Ты руками берешь, поднимаешь, ложишь тачку и выкладываешь стену. Все, голыми руками строишь все это. Если бы я сейчас дом делал, конечно, я бы окна сделал побольше. Ну, тогда у меня не было денег вообще, было $100 в кармане, по сути, и делал из того, из мусора фактически делал. Сначала тоже все говорили, что все это развалится. Сам архитектор, который подписывал мне документы, говорил, что, ну, я сам не ожидал, что такая крыша будет столько держаться. У меня же земляная крыша, на ней около 10 тонн земли. Это как бы стандартный пирог, крыша идет стропила, потом утеплитель в виде опилок. Дальше у меня идет воздушная прослойка, еще одна обрешетка со стропилами. И на это все дело уже гидроизоляция ложится, укладывается. Дальше земля. Все, вот вся крыша. Скоро здесь мха будет побольше, будет покрасивее. Это окно. Мышеловка на всякий случай, вдруг если мышь сюда залезет, здесь же вроде как гидроизоляция, и мышь может ее прожрать. Еще такого не случалось, но я опасаюсь этого. Так, а это главная часть моего дома, как бы это парадоксально ни казалось. Это интернет, связь с миром, усилитель GSM-сигнала. Вышка находится в 15 километрах отсюда, война ровно направлена на вышку, и благодаря этому здесь 3G. Могу нормально ютубчик смотреть. Я уже провел все коммуникации, в нем есть душ, туалет. Ну, все как в городской квартире, по сути, все удобства. Ну, все, сейчас зайдем ко мне домой, покажу, как я живу. Что мы тут видим? Стол, стулья, стиралка, бойлер. Это здесь типа кухня, вода, индукционная плита, здесь полки, еда, всякие орехи. С той стороны у нас печка. Здесь можно готовить еду. Один дымоход выходит из этой стороны печки. Вот он пошел под этой сидушкой. Она нагревается, и здесь тепленько сидеть. За столом, все, здесь подогревается. Второй дымоход проходит здесь же, он выходит из печи, поворачивает. Есть задвижка, чтобы и этот дымоход можно было перекрывать. Вот так, что когда я хочу, чтобы у меня кровать была теплая, я протапливаю кровать. Когда я хочу, чтобы сидушка была теплая, я протапливаю сидушку. Мебель сделана все по стандартному принципу, просто берешь какие-то палки, сколачиваешь, скручиваешь их наверх раствор и покрываешь лаком. Пол точно так же сделан. Так, сейчас покажу свою ванную. Включаем свет. В ванной у меня имеется теплый пол. Вот там датчик стоит внизу. Штукатурка глиняная, пол глиняный, теплый пол. И все это покрыто лаком. Вот банная печечка.
Здесь можно, здесь там камни лежат, топится с прихожей. Когда закончил топить, то перекрываешь задвижку, открываешь эту дверцу, открываешь внизу поддувало, подливаешь воды и идет пар. Вот моя стропильная система внутри дома. Здесь была обрешетка, она заштукатурена под сетку. Это реципрокальная крыша с окном в центре. Никакие расчеты я не производил, я просто строил это с большим запасом. То есть у меня там балки толщиной 20 сантиметров. Ну, то есть 20 сантиметров максимальный пролет у меня, который держит нагрузку земляной крыши, составляет где-то не более 1,80 м. Она выдержит все, что угодно. Мне кажется, танк на нее поставишь, она выдержит. Дом стоит 7 лет. Можно посмотреть, трещины какие-то есть, даже трещин никаких нету. Если есть крыша, есть фундамент, то стоять будет как и абсолютно любой другой дом. Кирпичный, деревянный, абсолютно любой другой дом. Общая площадь дома 48 квадратов. Это уже обмерено при помощи приборов, устройств. Жилая площадь дома 30 квадратов. На строительство этого дома было потрачено где-то 4 года именно строительного сезона. По деньгам каркас с крышей, с печкой обошелся где-то $1500, еще 5 000, наверное, 6 или 7 тысяч долларов. Было это все, коммуникации, ванная комната, там канализация, скважина. Пока будет стоять крыша, он будет стоять. Ну, 100 лет, 200 или 300 лет. Пока есть целая крыша, дом будет стоять. Вот первый домик, который мы сразу построили. И в нем жили, когда строили второй дом, в котором я живу. Когда мы сюда первый раз приехали, то первым делом нужно было попробовать пробу пера сделать. И мы построили маленький дом по немножко другой технологии, чем этот. Он был из глины и дров построен. Ну, сейчас зайдем к Сергею в гости, еще посмотрим, как там. У него тоже окно в центре, такая же стропильная система внутри дома. Сейчас я уже живу там, Сергей здесь еще живет и строит третий дом. Уже строится из глины и дров. Толщина стен 60 сантиметров. В центре стены прослойка из опилок 20 сантиметров. То есть, где оконная рама, здесь сплошные 60-сантиметровые чурки лежат. Вот видно, как они перевязаны, чтобы все было прочно. Абсолютно стандартный тип крыши, металлочерепица. Такой дом чего боится? Он лишь проливного дождя кому-нибудь косого. И поэтому в строительстве таких домов нужно как можно делать ниже свесы у дома. Ну, еще много чего не готово, много инструментов валяется, перчаток. Андресольный этаж, лестница туда, и там можно будет чилить, спать. Ванная комната полноценная будет. Ну, в общем-то, дом уже около $1007. Но он-то и по объемнику какой большой, какая веранда, сам дом какой, он и повыше в раза два, то есть помасштабней. Есть идея создать еще несколько гостевых домиков, и чтобы сюда люди приезжали, место для уединения, тишины, не гулять свадьбы, а именно какой-нибудь чувак сидит где-нибудь в Минске, программист, ему запарился город, ему запарилось все, приезжает к нам в полную тишину, в полную глушь, нету никаких машин, ничего нету, чилит здесь, отдыхает, наслаждается тишиной. Ночами здесь возникает такая тишина, что, я не знаю, биение своего сердца слышишь. Все замирает, ни одна птичка, ни один листок не шелохнется. Вообще тишина сумасшедшая. И когда в этой тишине удар молнии случается, это очень кайфово слышно. Ну, то есть это страшно, это громко, и это ты ощущаешь себя вот напрямую с этой стихией, напрямую с природой. Бывали дни, недели, когда я не вижу ни одного человека. Ну, есть интернет. Если бы не было интернета, я бы здесь не жил, честно скажу. Я не настолько интроверт, не настолько псих. Мне нравится социализация, мне нравится общение. И интернет мне дает абсолютно все, что мне нужно от социального какого-то общения. В город выбираюсь где-то раз в месяц, раз в 2 месяца. Чем реже, тем лучше. Это не боязнь, это не убегание от чего-то, это стремление к. Я люблю тишину. Я не хочу в городе даже и ночи проводить, потому что там шумно.
Если мне предложили прожить там 10 лет в городе, либо неделю тут, ну все, потом я умру. Я бы выбрал неделю тут прожить. Сейчас идем в лес, будем фотографировать птиц. Помимо стройки я фотографирую и веду на ютубе видеоблог как раз о том, как строить такие дома. К фотографии пришел точно так же, как к строительству дома. Я взял телефон, я сделал фотографию. Вау, прикольно. А ну-ка еще одну сделал, ну, еще одну сделал. Прикольно, черт, все, буду фотографировать, все, элементарно. Ну вот сюда частенько прихожу. Здесь начинается речушка такая лесная. Она летом пересыхает, но сейчас она еще вот там есть вода. И здесь частенько бывает птицы интересные прилетают. У меня всегда почему-то чего-то не хватает. Птичек поснимали. Сегодня, правда, не улов. Я вот вроде как в процессе обработки тебе нравится это сделать. Ты пытаешься сделать максимум, как тебе это нравится, но через несколько дней ты смотришь, типа, ну, не очень. Можно было получше, можно было здесь исправить, можно было кадр чуть по-другому скадрировать, можно было это сделать. Но есть, конечно, снимки, которые нравятся. Думаю, как бы онлайнер, может, прикрепит пару штук. Больше это со стороны видно, отшельники или нет. Я просто делаю то, что мне нравится. Меня часто приглашают там туда-сюда, в разные участки России, поехать строить дом, но мне это не интересно. Мне хочется вот здесь себе строить, фотографировать, отдыхать. Теперь настал самый важный момент. И деньги на существование я зарабатываю с видеоблога своего и также занимаюсь рекламой в интернете. Я никогда не задумывался это бросить, вернуться в город, даже наоборот, я бы хотел бы еще куда-то глубже заселиться. Вообще у меня есть мечта где-нибудь построить такой домик в горах. Поехать куда-нибудь в горы, рядом с горной речкой, и это все вот организовать в горах, нечто подобное. Ну, время покажет. Пока мне здесь, в принципе, хорошо.